Жан де ла Брюер, французский моралист. Умирает любовь от усталости, а хранит ее забвение. У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас взрослых, они умеют пользоваться настоящим. На свете нет музыки слаще, чем звук любимого голоса. Тот, кто любит труд, не нуждается в развлечениях. Не столько ум, сколько сердце помогает человеку сближаться с людьми и быть им приятным. Достойно принимает дары лишь тот, кто испытывает при этом не менее возвышенную радость, чем даритель. Щедрость состоит не столько в том, чтобы давать много, сколько в том, чтобы давать своевременно. Мы боимся старости, хотя не уверены, что доживем до нее. От хитрости до плутовства один шаг, переход от первой ко второму очень легок. Стоит прибавить к хитрости ложь, и получится плутовство. Богатству иных людей не стоит завидовать. Они приобрели его такой ценой, которая нам не по карману. Они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого. Сделка принесла бы нам лишь убыток. Время укрепляет дружбу, но ослабляет любовь. Беда, когда у человека не хватает ума, чтобы хорошо сказать, или здравого смысла, чтобы осторожно промолчать. Талантом собеседника отличается не тот, кто говорит сам, а тот, с кем охотно говорят другие. Как жаль, что мы живем недостаточно долго, чтобы пользоваться уроками своих ошибок. Большинство людей тратят одну половину жизни на то, чтобы испортить себе вторую. В разглашении тайны всегда повинен тот, кто доверил ее другому. Ничто не доставляет такого наслаждения, как общество прекрасной женщины, наделенной свойствами благородного мужчины, ибо она соединяет в себе достоинства обоих полов. Мы гораздо чаще хвалим то, что расхвалено другими, нежели то, что похвально само по себе. Мы так любим критиковать, что теряем способность глубоко чувствовать поистине прекрасные творения. Тосковать о том, кого любишь, намного легче, чем жить с тем, кого ненавидишь. Даже прекрасное перестает быть прекрасным, когда оно неуместно. Жизнь отделена от смерти длительным промежутком болезни для того, по-видимому, чтобы смерть казалась избавлением и тем, кто умирает, и тем, кто остается.
Мужчина соблюдает чужую тайну вернее, чем свою собственную, а женщина лучше хранит свою, нежели чужую. Когда женщина не спускает глаз с мужчины или все время отводит их от него, все сразу понимают, что это значит. Бывают странные отцы, до самой смерти занятые лишь одним – дать детям основание не слишком скорбеть о них. Трудно сказать, чего больше заслуживает нерешительность, жалости или презрения, и неизвестно, что опаснее – принять ошибочное решение или не принимать никакого. Женщина, которую все считают холодной, просто еще не встретила человека, который пробудил бы в ней любовь. Злые люди походят на мух, которые ползают по человеческому телу и останавливаются только на его язвах. В жизни человека всего 3 события – рождение, жизнь и смерть. В этом мире существуют только 2 способа добиться успеха – за счет собственного трудолюбия и за счет чужой глупости. Люди, украшенные достоинствами, сразу узнают, выделяют, угадывают друг друга. Если вы хотите, чтобы вас уважали, имейте дело только с людьми, заслуживающими уважения. Богат тот, кто получает больше, чем тратит. Беден тот, чьи траты превышают доходы. Только женщинам дано одним словом выразить полноту чувства и точно передать тончайшую мысль. Они с неподражаемой естественностью нанизывают одну тему на другую, связывая их единством смысла. Благородная душа стоит выше обид, несправедливости, огорчения, насмешки. Она была бы неуязвимой, если бы не страдала от сострадания. Непостоянная женщина – та, которая уже не любит. Легкомысленная – та, которая любит уже другого. Ветреная – та, которая не знает, любит ли она и кого любит. Равнодушная – та, которая никого не любит. Наши заветные желания обычно не сбываются, а если и сбываются, то в такое время и при таких обстоятельствах, когда это уже не доставляет нам особого удовольствия. Только люди с низменной душой могут рассыпаться в похвалах тем, о ком до их возвышения отзывались пренебрежительно. Кратчайший и вернейший способ составить себе состояние – это дать людям понять, что им выгодно делать вам добро. Под насмешкой скрывается иногда духовная нищета. Быть с людьми, которых любишь – это все, что нам нужно. Мечтать, говорить с ними, молчать возле них, думать о них, думать о вещах более безразличных, но в их присутствии. Не все ли равно, что делать, лишь бы быть с ними? Свобода – это не праздность,
а возможность свободно располагать своим временем и выбирать себе род занятий. Короче говоря, быть свободным значит не предаваться безделью, а самолично решать, что делать и чего не делать. Легче обогатиться 1000 добродетелей, чем исправиться от одного недостатка. Жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. Часто люди падают с большой высоты из-за тех же недостатков, которые помогли им ее достичь. Здравомыслящий человек не позволяет другим управлять собой, но и сам не стремится управлять другими. Он хочет, чтобы всем правил один только разум. Женщина всегда будет видеть в своем друге мужчину, точно так же, как он будет видеть в ней женщину. Такие отношения нельзя назвать ни любовью, ни дружбой. Это нечто совсем особое. Стоит ли возмущаться тем, что люди черствы, неблагодарны, несправедливы, надменны, себелюбивы и равнодушны к ближнему? Такими они родились, такова их природа. И не мириться с этим, все равно, что негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется вверх. У друзей мы замечаем те недостатки, которые могут повредить им, а у любимых те, от которых страдаем мы сами. Лучше стать жертвой неблагодарности, чем отказать в помощи несчастному. Кончина наступает однажды, а ждем мы ее всю жизнь. Боязнь смерти мучительнее, чем сама смерть. Жан де Ла Брюер. Цитаты и афоризмы. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал.